Ради чего вы работаете? Чтобы покупать вещи и ездить в отпуск? Рабство никогда не заканчивалось. Теперь оно называется работой. И из этого не выбраться. Когда вся страна сидит на задницах у телевизоров, наблюдая, как 22 миллионера бегают за мячиком, все безнадежно. Идеологии больше нет. Есть человек с тем или иным поведением, который стоит на ногах и присаживается отложить кучку. Мужчина обнаружил в озере Пауэлл затонувший катер под названием Тайк. Его стало видно, когда в озере стало меньше воды. Как потом выяснилось, катер затонул в 2005 году, очевидно ударившись о скалу. Отец и сын, которые занимаются восстановлением автомобилей, нашли в штате Теннесси, США, брошенный розовый лимузин Элвиса Пресли, Кадиллак 1963 года, простоявший годами на свалке. Мужчинам пришлось долго потрудиться, но все же удалось запустить двигатель Кадиллака и погрузить его на прицеп. Поход к месту крушения самолета ЦРУ SA-16 «Альбатрос» 1950-х годов. По пути к самолету парень увидел металлический ящик. Цитирую парня. «Я хотел отправиться в поход к месту крушения этого самолета в течение многих лет и наконец решился, поскольку погода была благоприятной. Я подумал, что мне понадобится не менее 9 или 10 часов, чтобы дойти туда и обратно». В следующий раз я определенно хочу провести там ночь, чтобы осмотреть обломки ниже основного места падения. Удивительно, что это место катастрофы 1950-х годов все еще относительно не тронуто после всех этих десятилетий. Looks like a light fixture. Oh, and that big old heavy piece. The safety link. It's Fractional Motors Company. Sun comes down. Here's one of the engine. That's cool. Мужчина из Великобритании нашел под водой 3 золотых кольца общим весом 10,3 грамма.
Одно из колец было с 3 бриллиантами. И одно 15-каратное старинное кольцо с особым смыслом. На нем было выгравировано «Бирмингем, 1890 год», это город в Англии, и еврейское слово, которое упоминается в Библии и обозначает эмоциональную связь между двумя близкими людьми, которые разлучены по какой-либо причине. На глубине 20 метров Средиземного моря города Каш, Турция, лежит самолет Douglas C-47 Skytrain. Самолет затонул 1 июля 2009 года. Он раньше служил транспортным средством для обучения парашютистов ВВС Турции. Внутрь самолета дайверы заплывали через открытый боковой люк. Средняя часть пуста, за исключением оставшихся скамеек парашютистов. Место погружения называется Финакулеси и расположено к югу от маяка Каш. Большая свалка старых автомобилей в Соединенных Штатах Америки. Масштабы автокладбища, конечно, поражают. Здесь очень много брошенных желанных автомобилей. — 2024 год. Погружение к затонувшему кораблю возле города Насау, Багамы.
Пляж Морегалло, Италия. Погружение в озеро Комо к кладбищу автомобилей. Дно усеяно десятками авто, от которых годами избавлялись грабители, сбрасывая их в воду. У берегов острова Вис, Хорватия, дайверы обнаружили на глубине 72 метров американский Боинг Б-17 по прозвищу «Летающая крепость» времен Второй мировой войны. Это четырехмоторный тяжелый береговой бомбардировщик, созданный уничтожать корабли, был разработан в 1930-х годах для корпуса армейской авиации США. Его последней миссией была бомбардировка Вены в ноябре 1944 года. Самолет получил серьезные повреждения после того, как выгрузил свой груз и едва добрался до острова Вис. Пилот решил приземлиться на море и сумел выполнить идеальный маневр, чтобы приземлиться менее чем в 50 метрах от берега около деревни Рукавац. Через несколько часов на поверхности самолет затонул практически невредимым. Австралийская пара Крис Лайтвуд и Мэнди Флэк нашли бриллиантовые кольца стоимостью $18 тысяч, спрятанные в настольной игре, которую они купили в комиссионном магазине за $2. Это произошло, когда к ним в гости приехали родители парня, и они решили вместе отправиться в живописную рыбацкую деревню на острове Принца Эдуарда. Чтобы скоротать как-то вечер, Крис предложил зайти в комиссионный магазин и купить настольные игры. Просмотрев полки, они остановились на коллекции загадок под названием «Ловушка разума». Вернувшись домой, мама Криса после окончания игры складывала карточки обратно в коробку и обнаружила двойное дно. Она потянулась пальцами и достала бриллиантовое кольцо, затем еще одно, и так 6 колец. Не сумев найти первоначального владельца настольной игры, Крис и Мэнди решили, что вырученные деньги от продажи колец послужат им на случай непредвиденных обстоятельств или купят новую лодку и отправятся на Багамы. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.